Ты наверняка же видела этот мем. Федерер сидит один в боксе просто. Ну, я бы с шампанским туда пришла. С моей точки зрения, дилетант в женском теннисе. Ты перестанешь обсираться, выиграешь. Не все, я проиграла матч, потому что, видно, я не перестала обсираться. Челленджер — это просто, мясорубка лютейшая. Ощущение, как будто я находилась просто в теплице. По 20 лет в топе. Тоже хочешь с кольцом помолвку и фотосессии, да? Должно было быть все наоборот. То есть ты мне должен сейчас про футбол все рассказывать, каждого игрока, просто все про них, а я тебе про теннис, про женский еще тем более. Всем привет, меня зовут Гриша Куклин. Со мной вместе сегодня Анастасия Павлюченкова во втором эпизоде нового формата «Говорят, что?». Это формат, где мы обсуждаем теннис немножко вне корта, не столько фокусируясь на результатах, сколько на каких-то сплетнях, слухах, каких-то новостях, ивентах и так далее. Настя, как у тебя дела вообще? Привет. Привет, Гриш. У меня отлично дела. Мне кажется, что Умблдон и чемпионат мира так как-то даже неудачно сошлись вместе, потому что мне кажется, что сейчас про футбол больше говорят, чем про вообще теннис. Вот я не... Это точно, абсолютно, по крайней мере, у нас в студии однозначно. Ты, кстати, что больше смотрела эти 2 недели? Скажи честно, Умблдон или все-таки ЧМ? Скажу честно, я вообще праздновала свой день рождения и наслаждалась Европой и солнцем, но, конечно, если честно, было больше футбола в моей голове и в моем алгоритме в Инстаграме. Вообще, я просто фанатка теперь Эрлинга Холланда, поэтому у меня весь Инстаграм только про него, про его голы, и, к сожалению. Но, тем не менее, конечно, было тоже много Умблдон, куда же без тенниса тоже. Ну все, Норвегия же вроде проиграла, да, насколько я знаю. Ну, ты понимаешь, да, мой уровень знания вообще чемпионата мира и футбола, что, я не уверен был. Должно было быть все наоборот. То есть ты мне должен сейчас про футбол все рассказывать, каждого игрока, просто все про них, а я тебе про теннис, про женский еще тем более. Да. Так. Мы, конечно, постараемся сегодня не сильно затрагивать особо результаты, но все же нужно поздравить Яника Синнера с тем, что он выиграл очередной большой шлем. Молодец, никого абсолютно не удивил, но нужно отдать ему должное после вот этого провала, который у него случился на Ролан-Гаррос, выкарабкался в очередной раз, всем показал, что на сегодняшний день он лучший. Также Саша Зверев, я вообще хотел про Сашу сказать, что я смотрел подкаст Энди Роддика, где он сказал, да, конечно, проигрывать в финале это, грустно и неприятно, но если бы в начале сезона подошли бы к Саше Звереву и сказали, смотри, вот сейчас вот подписываем контракт, что ты однозначно выигрываешь Ролан-Гаррос и доходишь до финала Уимблдона, но там проигрываешь. Вот, наверняка бы он согласился и подписал бы, согласись, то есть. 100%. Я даже видела какие-то отрывки награждения, и он там шутил даже на церемонии про Синнера, что там что-то ты мой бывший друг и так далее. И такое ощущение было, что он даже как будто и не расстроился, потому что он взял этот Ролан-Гаррос, наконец-то выиграл шлем, и у него как будто груз такой с плеч просто сошел, и теперь он просто реально кайфует. И то, что он дошел опять же до финала на Умблдоне, сразу, это почти там через неделю, другое покрытие, другое все. То есть, соответственно, была уверенность у него. И, наверное, вот такое пришло к нему, что да, все, я шлем взял, и уже дальше пошел, и уже... Но как будто вот даже не расстроился от проигрыша в финале Умблдона. В финале, честно, если бы выиграл большой шлем, я бы даже если на следующем турнире отлетел в первом круге, я бы вообще не расстроился, как будто... Не знаю. У меня было наоборот. У меня такая просто вот... Я перфекционистка и ответственность постоянно. То есть даже когда я финал Ролан-Гаррос сыграла, я не выиграла на финал, и поехала играть в Изборне, проиграла в одну калитку Остапенко, и я просто сидела в номере вот так вот просто думаю, как так? А потом думаю, ты же только что сыграла финал, надо же какой-то позитив искать. То есть, все разные, видишь. Финал предсказуемый, как я уже говорил. Новак Джокович дошел до полуфинала Уимблдона. Это вроде тоже предсказуемо, но с другой стороны ему в принципе 39 лет уже. И ты видела, я не знаю, может его пресс-конференцию, когда у него спросили после того, как он выиграл Феликса Ауджа-Алиассима в 5 часов 15 они играли, в 5 сетов. Ему говорят, и это было после того, как Аргентина обыграла, я не помню кого, ты, может быть, помнишь, 3-2 кого-то они обыграли. Вот. И ему говорят, вам 39 лет,
Месси 39 лет, вы выиграли 3-2 по сетам, Аргентина вчера выиграла типа 3-2, ну, по голам. Ну вот что ж, и он задает вопрос, и Джокович такой, да, вот, ну вот хотелось бы, как и Месси, играть типа по 90 минут, а не по 5 часов, но типа пока вот так. Да, Это да, было это вообще... хороший ответ. Еще где-то было тоже на пресс-конференции, что, ну, он сказал, что он больше не лучший на приеме. Мгм. Да, это вообще Вообще. было, это прям мощно. Да, но он сейчас, Джокович в таком статусе, заработал такой статус, что он может просто говорить все, что угодно, Это факт. и это будет все равно респект. Но ему в любом случае респект не просто можно вот так сделать, потому что и я соглашусь, что играть в футбол, и еще там сколько, 10, то есть их всего 11 на поле, да, то есть, а ты один 5 часов, это вообще Да. абсолютно другая картина. Плюс в таком возрасте физически он до сих пор все равно на уровне, скажем, полуфинал Болдона. Это круто, да. Да не, это вообще на самом деле уникальная штука, что да, он уже, ну, типа, 20 лет в топе, ну, это даже больше 20 лет. Но, кстати, знаешь, я себя поймал на мысль, что я почти всегда болею за Джоковича, но вот на этом Умблдоне у меня, знаешь, складывалось такое ощущение, что вот он, если выиграет 25-й шлем, он может как бы сказать, что все, закончить карьеру, а мне это сильно не хочется. Я вроде хочу, чтобы он обыграл Синнера, но с другой стороны, блин, как-то как будто чуть страшно просто, знаешь, потому что, ну, не страшно, но как бы не хочется, чтобы он Да, заканчивал. Просто я смотрел тоже по реакции его там жены, там, его реакции. Она особенно сильно больше радовалась каждой его победе, чем раньше. Или может, это мне так показалось. Что, может, она такая, сейчас вот все, он закончит, и мы будем жить семейную нашу спокойную жизнь. наконец-то. И потом он станет тренером, и она такая, блин, а Представь. когда же он будет детьми заниматься-то наконец-то, да? Это как Мюррей все время путешествовал, играл, ездил, у них столько детей, и потом он опять такой, я поехал, дорогая, я теперь тренер. Это чисто тоже мужская тема, мне кажется. А, Но, не знаю, знаешь, с Джоковичем это вообще загадка. Во-первых, кто бы мог вообще подумать, что по сей день он будет играть и опять полуфинал шлем. То есть это уже просто какой-то, я не знаю, он не человек просто, реально. Да. Поэтому очень сложно сказать. Мне кажется, для него полуфинал это тоже такой, ну, не то что провал, но у него-то цель выигрывать, шлемы выигрывать крупные турниры. Поэтому тут вопрос, сколько, ну, есть ли смысл для него опять продолжать, какие цели он преследует, в каком он вообще физическом состоянии, здесь непонятно, и зачем он продолжает, да, то есть много вопросов у меня лично тоже такие. Для меня это как, ну, если кайфует, то, ну, пусть играет, знаешь, если бы это все-таки полуфинал, как бы, большого шлема, плюс он обыгрывал и Алькараса, и Синнера, как бы, он, ну, в принципе, Да, он на prime day, он может все равно кого угодно до сих пор обыграть, то есть, как да. бы, не знаю, ну, Нет, почему бы нет, если в кайф да, нет, чуваку, он крут, тут, конечно, ничего не сказать. это факт. А насколько предсказуемый у нас получился финал мужской, настолько же, ну, по крайней мере, как с моей точки зрения, дилетанта в женском теннисе, непредсказуемый получился финал женский. Что там вообще? Да, Что это вообще? ну, там очень интересно, мне понравилось, что было чешское дерби, то есть очень много уже было чешских теннисистов, которые выигрывали, опять же, Вандрусова, Квитова, и тут, значит, Носкова и Мухова, да. Мне сразу показалось, что Мухова чуть-чуть подзажала, потому что даже такие вот эти, когда они фотографируются у сетки, у нее какое-то такое прям каменное лицо, немного такое ощущение, что ей нужно было, она должна была выигрывать этот финал, где Носкова, она, во-первых, моложе, то, что, может быть, у Муховой, то, что это молодая чешка, и ей как бы надо выигрывать, у нее уже был финал Ролан-Гарроса, и может быть такое ощущение, что надо брать. И от этого, конечно, немножко такое, как ты такой просто каменный становишься. Носкова, мне показалось, играла гораздо расслабленнее, более свободно. Тем не менее, 6-2, 5-2, 5 матчболов, и вот эти качели, ну, что я могу понять, реально, в теннисе все мы люди, все эмоции, там даже Федерер проигрывал с матчболов, и поэтому все бывает. Но меня поразило, что она
смогла в третьем сете все-таки все равно выиграть и вернуться, потому что 5-2 вести, 6-2, 5-2, матчболы, проиграть второй сет 7-5, ну, можно вообще просто, крыша может поехать и потерять вообще весь фокус и все. Я бы, наверное, ходила полсета, бы только боксу говорила, что я 6-2, 5-2 вела, блин, и все, и там бы уже 3-0. Да, там бы уже 3-0 в третьем сразу был, Мухова повела, то есть, понимаешь, а это еще, как бы, ей 21 год всего, просто респект. Но то, что он предсказуем или нет, сложно сказать. Мухова уже выиграла мастерс в Дохе в этом году. В принципе, очень хорошие результаты показывает. Кстати, да, такая история. Мы Крисмас праздновали вместе в этом году в Голд-Косте у Присциллы Хон дома как раз. И Мухова, просто мы с Хон подружились на турнирах недавно, и я просто поехала заранее в Австралию, готовиться к Австралии, она меня пригласила у них в Голд-Косте у родителей дом. На Крисмас. И она мне говорит, Мухова тоже прилетает, мы с ней дружим туда-сюда. И, в общем, мы все за большим столом. Тут Мухова что-то как-то говорит, вот что ты думаешь о Свене Гронфельде, такой тренер. У меня был небольшой опыт работы с ним, когда я в Адидасе была, там, Даррен Кейхел и Свен. И я ей так рассказала, что, ну, ты знаешь, мне Даррен больше подходил по всем параметрам и как-то по настроению. Свен такой немножко более занудный. Я просто так не люблю таких людей в команде. Даррен более такой веселый. И, в общем, как-то я так... Но сам Свен очень офигенный чувак, я с ним дружу. Просто я говорю, если выбирать, то как бы, ну, я бы, наверное, не сделала выбор в его пользу. И просто как-то вот так немного таких моментов про него. И тут она говорит, ну потому что я с ним начала как раз на предсезоне сейчас работать. И я такая думаю... Я такая, в смысле, ты не могла раньше, что ли, сказать? Я уже Да, типа с этого начинать надо было. Вот. Но, тем не менее, поздравляю Свена Мухова, потому что у вас отличный дуэт. Знаешь, ну это видно вот connection между людьми. У кого-то, это как и в отношениях, естественно, у кого-то кликает, у кого-то нет. Поэтому реально респект, потому что вот она после, как начала с ним, во-первых, в Дохе мастерс выиграла сейчас финал Болдона и как бы выиграла на траве турнир. То есть она прям супер в гору идет, поэтому круто. Больше... Каждому свое, плюс ты же поделилась своим честным мнением насчет него, как бы, ну а что еще делать, как бы, это нормально. То, что ей подошло больше, ну, отлично. Ну, мой язык, он меня погубит когда-нибудь, потому что неважно, сколько мне, 15, 20 лет или 35, это одно и то же. Просто все, что вот есть, оно все выходит, понимаешь, вот как есть. Но ладно, я меняться не буду, так что все. Да, зачем? Принимайте меня такой, извините. Конечно. Слушай, по поводу вообще всего, что произошло на Уимблдоне, вылетели все главные фавориты: Рыбакина, Швентек, Мира, Андреева после как раз тоже в Ролан-Гаррос взяла. Что-нибудь можешь сказать на этот счет? Да, я тоже хотела сказать, не успела добавить, что непредсказуемый финал, потому что еще все топовые игроки женской сетки вылетели. Во-первых, еще я хотела коснуться Зенг. В принципе, Киан Зенг, который выиграла Олимпиаду, такое ощущение, что она после этого больше вообще не выиграла ни одного матча. И уже идет 1,5 года, она подписала очень много контрактов, Dior, там еще куча всяких разных. Не знаю, сбился ли фокус или давление, что выиграла Олимпиаду, теперь надо все выигрывать, да. Соболенко, Рыбакина очень, да, мне очень жалко и обидно, что Рыбакина так относительно рано вылетает с больших шлемов, потому что она вторая ракетка, и у нее реальный шанс стать, может быть, первый раз первой, и небольшой отрыв у них, и, может быть, это тоже на нее давит и как-то психологически тяжело, потому что ей там буквально, по-моему, даже на Ролан-Гарросе пару матчей нужно было пройти, и вот она не смогла. Ну, хорошо, пускай грунт не ее покрытие, но вот трава, как бы, вот это было странно. Абсолютно точно, да, там с ее подачей и так далее. Ну, вот так вот, на то он и теннис.
Да, по поводу, кстати, Ким Мэн Жэнг, что ты говоришь, что после того, как она Олимпиаду выиграла, перестала особо что-то там выигрывать, потому что начала отвлекаться на контракты и так далее. Кстати, во-первых, Ким Мэн тренируется в Барселоне, в том же клубе, где тренируюсь я. Она его, по-моему, насколько я понял, она его выкупила, сделала там свою О, академию. Каких-то ничего себе. безумных денег она стоит. Мгм. Не знаю. Вот, но она отвлекается на контракты и так далее. У Соболенки тоже не идеальный результат, назовем это так. И у нее же недавно как бы помолвка была, да? И она Мгм. как-то, как будто, может быть, тоже отвлекается чуть-чуть на какие-то вот эти вот нюансики. Да, ну, как будто тоже, тем не менее, видишь, смущает, что сразу во время помолвки она выигрывает этот Double Sunshine, да, Indian Wells и Майами. Вроде как, ну, значит, и нет. То есть, может, там наоборот у нее, знаешь, как крылья за спиной, и такое вдохновилась этой помолвкой, все полетело порхать и выигрывать. А дальше, ну, удивительно, да, потому что я как бы фанатка Арины, ее игры, и, казалось бы, вообще там рядом никто не стоит и не стоял. И вот тут какие-то такие провальчики, плюс на большом шлеме. Тоже трудно. Наверное, конечно, как все заметили, эмоции, очень эмоционально она во время матча. И, ну, вроде у нее был психолог, потом не было, сейчас опять. Вроде она работает над этим. Не знаю. А то, что отвлекается, конечно, тяжело. Тоже очень много внимания, очень много контрактов, очень много всего. Но, с другой стороны, я их тоже понимаю как девочек, да. То есть девочка, помолвка, потом контрактка. Ну, хочется фотосессию, хочется красиво, а тут еще надо пахать, играть. Слушай, да я как мальчик как бы тоже понимаю, в принципе, все это у меня как бы, а чё нет? Ты тоже хочешь с кольцом помолвку и фотосессии, да? И красивые фотосессии. Да. Нет, но контракты тут да. Ну да, ну, в общем, вроде их и понимаешь, но в то же время, да, наверное, какое-то присутствует или давление, или отвлекаешься. Вот тут не знаю. Ну или и то вообще. Значит, у нас в женской как бы сенсационный финал. Сенсационно, что вылетели фаворитки. В мужской сетке, наверное, главной сенсацией вообще стал Артур Ферри, 23-летний вайлдкард, из-за того, что он ну, очень долгое время прожил прямо там в районе Уимблдона, хотя изначально он родился во Франции. Он дошел, ну, там, с первого круга по вайлдкарду до полуфинала, проиграв только Александру Звереву, да? Против Зузу Бергза, против Димитрова. Ужасно я расстроился, когда Димитров проиграл. Но не суть, там 5-сетовые очень долгие, крутые матчи были. Ну, и, в принципе, как бы, ну, понятно, этого никто не ожидал. Я когда вообще про него первый раз услышал, я не знал, кто это. Я думал, что это какой-то такой тип, который там с нуля там через фьючерсы, через челленджеры там пробивался, такой, как, знаешь, все эти игроки на фьючерсах, которые там условно едят хлеб, живут там пятером в двухместных номерах и так далее. Но оказалось, что у него на самом деле там батя один из богатейших людей Франции, мама у него тренер по теннису, ну то есть как бы, ну, с этим у него было все в порядке, но все же уровень тенниса он показывал какой-то просто непонятный абсолютно. Но по нему как будто бы прям, знаешь, видно, что у него прям горят глаза, как-то он двигается по-другому, у него другой язык тела. Просто ты сказал, что ты думал, он такой из челленджера пробился, а у него все хорошо, и горят глаза. И я как раз подумала о том, что если бы он был из другой страны, а так как он англичанин, да, и который потом, я узнала, тренировался на Уимблдоне, мне сразу стало все понятно в какой-то степени, потому что все равно Англия, какие-то, ну, даже Франция, то есть у них настолько федерации и все, в принципе, поддерживает игроков, у них у всех они с иголочки одеты, контракты все время, неважно, какой у тебя рейтинг, и потом, ну, когда ты уже начинаешь историю Ферри про его родителей и все узнавать, то как бы становится все более-менее понятно. Но вообще, на самом деле, знаешь, как бы, да, у него там все данные для того, чтобы получить этот вайлдкард на Уимблдон, они вроде как были, да, и там и поддержка федерации и так далее, и контакты, и связи, и все дела. Одно дело это получить этот вайлдкард, другое дело это, блин, пройти до полуфинала, обыграть там в 5 сетов лучших там теннисистов, но все равно респект чуваку вообще лететь. 100% респект. Нет, конечно, еще же надо играть. Мы забыли, что надо еще выходить и играть 5 сетов. Да, согласна.
А по поводу 5 сетов выходить и играть на центр, очень много игроков жаловались по поводу крыши на Умблдоне. Да. Димитров получил невероятно тяжелую травму в прошлом году, и, скорее всего, из-за этого Джокович жаловался, и даже Алиасим, который вообще просто самый душевный ангел в туре, который даже он жаловался по поводу вот закрытия крыши. И это же решают рефери, правильно? Они особо не спрашивают Да, игроков, когда это делать. Там мало того, что там нету четких правил по тому, когда эта крыша закрывается, да, то есть это просто решает супервайзер, решает судья, у игроков ничего особо не спрашивают. Плюс это еще занимает 15 минут, там 10-15 минут, в это время игроки просто сидят, ждут. И, ну, как бы у тебя тело охлаждается. Мышцы, все становится холодным. Да, Соответственно, из-за почему этого, Дмитров собственно. получил травму в прошлом году. Да. Да, именно. Но, Настя, вот ты как бы играла, как бы я, понятно, играл и в индорах, и в аутдорах, но так, чтобы я вот играл в одних условиях, тут у меня чик закрыли крышу, такого у меня никогда не было. Расскажи вообще разницу между вот насколько это сильно влияет, ну, с точки зрения игры. Да, я играла в прошлом году на Умблдоне, кстати, за вход в четвертьфинал против Кардал, но она уже была закрыта, крыша, когда мы вышли на корт. Честно, ощущение было некомфортно было играть. Во-первых, было ощущение, как будто я находилась просто в теплице, и там помидоры, огурцы, как бы, просто я знаю, что у меня у мамы она любит овощи выращивать, я просто знаю, как это. И вообще не было воздуха, было очень жарко, и у меня даже под конец первого сета, естественно, плюс нервы и такой важный матч, полный стадион, там все просто актеры, не актеры сидят, я вообще думала, сейчас просто упаду в обморок. Мне прям стало реально плохо. То есть у меня уже голова начала кружиться, все вместе от нервов, и реально не было воздуха. То есть хотя бы какого-то ветерка не хватало. Вот. Мгм. Корт, он медленный, и мячи просто были вот такого размера, потому что она еще очень сильно крутила, но это вот мой личный опыт. Поэтому мне не очень понравилось играть под крышей. У меня были ситуации на других турнирах, где во время матча начинался дождь, то есть к Токио, например, да, и закрывали крышу, но мы могли уйти за корт, там какое-то время с тренером поговорить, там я где-то пыталась держать тело в тепле. Потом я всегда любила индор, то есть я играла лучше в Мгм. закрытых, там обычно всегда быстрее, нет никакого ветра, всегда одинаковый ровный отскок. Но так как Уимблдон — это трава, вообще очень интересная комбинация: закрытая и трава, да. То есть как бы Мгм. такое ощущение, что все равно чуть-чуть есть там, влажность на ней и, в общем, такие, да. Но в плане, что во время матча закрывается, я считаю, что это реально напрягает, потому что это минимум минут 15-20, и можно прилично остыть, потерять весь, фокус, потерять как бы ритм вообще. То есть если ты ведешь, да, и у тебя такой идет как бы напор, то это, конечно, тяжело. Слушай, кстати, я вот одну вещь вспомнил, что я у тебя хотел спросить. Ну, корты Уимблдона, они, понятно, там за 2 недели турнира, они на задней линии очень сильно, ну, и изнашиваются. По сути, там пропадает трава. Но конкретно отскоку оно не так часто сильно мешает, потому что отскок обычно, ну, он не на задней линии, он как бы чуть впереди. Или все-таки как бы, ну, сильно это мешает? Да-да, мешает, в принципе, прилично, потому что, я думаю, что мужчины особенно, я, кстати, просто когда всегда хотела улучшить свою подачу, смотрела, как мужчины подают. Они Мгм. очень впрыгивают в корт намного, дальше, чем Мгм. женщины. То есть каким-то образом все равно трава, ее уже почти нету, там, Да. уже почти за линией, там, подач, может, потому что еще пару играет, я не знаю. То есть и когда, да, отскок все равно другой. Мгм. И вообще не очень приятно, чисто даже когда ты смотришь визуально, то есть, окей, на полкорта нет травы, то есть Да. странно, знаешь, то есть как-то вот, и я всегда об этом думала, блин, типа, а если мяч попадет туда, а если я подскользнусь, а если вообще, кстати, вот эти моменты еще боишься подскользнуться, как бы, в общем, трава такое очень своеобразное, конечно, Да, покрытие. своеобразно. Очень красиво, но своеобразно. Даже Каспер Руud, кстати, говорил, что ему трава не нравится, потому что он, типа, не может, ну, добежать до мяча, подпрыгнуть, вложиться нормально в удар, потому что нужно, типа, подходить вот так вот,
очень такими маленькими Блин, шажочками. Не извините, это, типа... Каспер Рут, ему кроме грунта вообще ничего не подходит. Он и играет там все 12 месяцев, находит просто какие-то турниры, уже все поехали на US Open, а он до сих пор на грунте где-то там играет, вообще непонятно где. Это факт. Ну, такая игра у чувака. Слушай, ты говорила про то, что там нервы, давление, когда смотрят какие-то там звезды там, Голливуда, твой матч и так далее. Ты наверняка же видела этот мем, где Федерер сидит один в боксе просто, вокруг него Бедный. никого нет. В общем, там ситуация произошла, что это как раз, кстати, было на матче, он смотрел Димитров-Ферри, по-моему, и после них заходил Зверев. Там был там 5-сетовый долгий матч, соответственно, между матчами люди вышли там, попить воды, что-то поесть, ну, и отдохнуть. А Федерер остался, потому что он сказал, что, ну, я знаю по опыту, что неприятно, когда там заходишь, никого в Royal Box нету, поэтому я решил, как бы, ну, с уважением отнестись к следующим игрокам. Вот, и получается, что... Но нет такого, что никто не хотел этот матч смотреть, просто те, кто ушли, они не успели вернуться как бы к началу матча, а в теннисе, если ты не успеваешь к началу матча, тебе нужно ждать 3 гейма до как бы длинного перехода. Спасибо, Вот, и, что соответственно, объяснил. Да, но это я как бы в принципе для всех Я объяснял. шучу. Вот, но как бы из-за этого он там один сидел. Ты вообще представляешь, вообще, насколько много людей в этом мире, сколько вообще отдали бы последние деньги, чтобы там рядом с Федерером посидеть, а он сидит один. Блин, а вот это респект, опять же, Федереру. Когда я это увидела, я вот реально подумала, ну просто вот человек, он реально perfection на корте, за кортом и вообще везде, понимаешь? Даже вот этот момент, я считаю, реально это тоже респект, потому что, ну, во-первых, центральный корт, во-первых, серьезный какой-никакой, неважно, там, Ферри, ну, не знаю, Зверев играет, да, и как бы серьезный матч. И когда, ну, мне даже порой сколько там было неприятно, когда, я не знаю, какой-то там полуфинал или финал, и пустые трибуны, как бы не очень приятно. Такое ощущение, что всем как будто реально пофиг на тебя, на твой матч, и ты никто, знаешь, тебе это показали всем видом. То есть поэтому респект ему за это, как бы вообще, и мне кажется, ну, всегда я говорю, что вот великие люди, они великие во всем, и они не зазнайки, то есть все равно, во-первых, от ума это, наверное, еще идет, и как бы мне приятно это было реально видеть, что, но 100% я бы там не против с ним посидеть. Не, однозначно, это вообще очень круто. Я даже не знаю, как он это все время просидел, потому что на самом деле 2 долгих матча. Тоже Энди Родди говорил, что он, когда увидел, что Федерер сидит один на трибунах, он ему позвонил, говорит, что, типа, как у тебя дела, что делаешь? Он такой, да вот, типа, сижу в Royal Боксе со всеми своими друзьями, а он сидит один. Да. Вот, Ну, я не, бы с вообще, шампанским туда пришла, сказала, Роджер, cheers. давай. Не, вообще уникальная ситуация. Это вот что касается Royal Box. Чтобы попасть в Royal Box, нужно быть там Федерером, каким-нибудь Бенедиктом Кэмбербэтчем, тебя должен позвать в турнир, с официальное приглашение, все дела. Помимо Royal Box есть еще Players Box. Расскажи вообще, вот как работает аккредитация, как тебе попасть в Players Box, как работает аккредитация, как работают билеты, вот это вот все, внутрянку расскажи, пожалуйста. Да, на большом шлеме все очень сложно и туго с этим. Уимблдон один из самых занудных, реально. То есть они еще где-то на каких-то других турнирах какие-то поблажки могут сделать, там, или я там как-то кого-то знаю на этом деск, или как-то они пойдут навстречу. Но в Уимблдоне у них вот эти, они чопорные вот эти правила все время соблюдать жесткие. То есть обычно, если ты не сейный, у тебя, ну, естественно, твоя аккредитация игрока и плюс 2 человека. Если ты не Всего сейный. 2? Да. В том-то и дело, когда люди, понимаешь, у меня друзья или знакомые все, ой, слушай, я там лечу в Лондон, я там на Уимблдон, на Ролан-Гаррос, сделаю билет, аккредитацию. Я объясняю, реально нет аккредитации, не могу ничего сделать. Плюс я не Ферри, не Валкарта в Англии. Так, вот. Есть, если ты сейный, у тебя твоя аккредитация плюс 3. Потом еще, так как ты, если когда ты играл четвертьфиналы на больших шлемах, это Last Eight называется клуб, то есть там можно тоже отдельно написать имейл, иногда тебе идут навстречу и дают еще одну лишнюю аккредитацию.
Вот, насколько я знаю, если ты победитель шлема в прошлом, то тоже могут дать какой-то... то есть это по поводу аккредитации. То есть на самом деле их очень мало, поэтому... Подожди, но это ты вот сейчас аккредитация говоришь, это как бы +2 или +3, это как гость, или это включает твою команду, типа тренер-физио? Да. Да ладно, то есть у тебя в тренер-физио... В том-то и дело. Ты Офигеть. не представляешь, вот последние годы у меня была больше команда намного, ну, как бы возраст, сам понимаешь, я там больше людей возила, чем раньше. И у меня были ситуации, где я просто писала там Даше Касаткиной или Мире Андреевой, там, я не знаю, Рахимовой, всем звонила, писала, спрашивала лишнюю аккредитацию. Просто, знаешь, мне уже самой было стыдно, неудобно, потому что я понимаю, когда ты игрок, тебя столько мучают с этими запросами. Поэтому это была вообще жесть. И там какие-то друзья, я говорю, слушайте, извините, пожалуйста, я сейчас попрошу у кого-то билет для вас, потому что у меня нет. И порой люди Да. обижались, и они просто реально не понимают, в смысле, как тут у тебя нет. То есть это аккредитация. Что касательно билетов, когда ты, опять же, не сеянный, и у тебя матч, в день матча тебе дают, насколько я помню, 4 гранд-пасса. То есть ты можешь вот 4. Если у тебя нет матча, у тебя их всего 2 или 1. Опять же, как, я не знаю, может быть, там, знаешь, кто-то с кем-то сдружился на этой деске, и тебе дают какие-то поблажки. Но вообще очень жестко все. А это конкретно на Уимблдоне или на всех больших шлемах так? Вообще принцип один на всех шлемах один и тот же. Но я вот говорю, что где-то на шлемах иногда можно как-то там тебе могут дать лишнюю какую-то поблажку или имейл я напишу, где-то там я Last Eight играла, четвертьфинал и так далее. Там, вот. А на Умблдоне вообще жестко с этим, прям вообще конкретно. Да. Вот. Но Не, на потом... Уимблдоне... Да, Ага. извини, еще я не ответила. Потом, когда ты играешь на центре, вот там у тебя больше билетов. Когда ты играешь на центре, тебе дают больше билетов в бокс. То есть там, может быть, даже больше 10, по-моему. Но я их обмениваю часто всегда на обычные, потому что я не люблю, когда у меня в боксе сидят даже звезды. Если я их не знаю, то есть у меня чисто только команда будет и мои прям близкие люди. Не, ну это в принципе, ну, логично. Прикольно. Не, на Уимблдоне на самом деле, в принципе, дофига разных правил, которые его отличают от других больших шлемов. Даже касательно билетов, там вообще есть там иерархия, то есть там, условно, Royal Box — это там самый крутой, куда фиг попадешь, потом Players Box — это вот к тебе. Вот. Последний — это обычный билет, который ты можешь купить, и у них еще есть такие билеты, которые, это не, ты покупаешь не билет, а как проход, там, на несколько, по-моему, на 5 лет вперед. Наверное, это Grand Pass называется, наверное. Во-во-во. Там тема, что ты можешь их перепродавать. Официально это разрешенное правило Уимблдона, что ты можешь и билеты, которые ты получаешь с этим, как бы, ну, пасом, и сам пас продавать на эти 5 лет прям официально. И недавно там продали, по-моему, на 2 человек такую тему, продали за $500 000 фунтов. Прикинь, ну окей, да, на 5 лет, но, блин, ну это вообще какая-то непонятная штука. Но Уимблдон. Я в шоке от этих цен, потому что, ну, еще ладно, Royal Box какой-то, а вот так просто прийти на эти граунды, да, и ходить по корт 13, там, 15 смотреть, ну, не знаю. Это прям было... Не-не-не, там тебе пропуск на конкретные зарезервированные места на центральном, на первом корте, они у тебя есть. И у тебя даже там какие-то отдельные зоны, где ты тусуешься и так далее. Ну, то есть, нет, в принципе, прикольно. Все равно это просто нереальная, адекватная цена какая-то безумная. Да. Это прям вау, конечно. Да, потому что, по-моему, изначально они стоили что-то там, ну, все равно там 100 000 фунтов, по-моему, первичная цена была, а потом она взлетела там куда-то вообще непонятно. Надо продавать билеты. Слушай, будут после карьеры потом продавать билеты на Умблдоне. Я вот придумала себе работу. Так, слушай, я не могу не отметить и не спросить тебя, я не знаю, потому что я очень люблю моду и вот эти все вещички красивые. Давай обсудим, что ты думаешь про Осаку и ее новый очередной аутфит? Такое кимоно просто белое. Я считаю, это прикольно.
это инфоповод. Для меня всегда, если инфоповод, и никто не пострадал, или пострадал, но не сильно, то я за, чтобы просто, знаешь, просто в соцсетях где-то это все что-то было. Это прикольно, но мне просто нравится. Я тоже, опять же, видел мем, где Осака или Осака на каком-то из интервью сказала, что типа I'm not an attention seeker, типа, ну, я не бегаю ищу за внимания. вниманием, мне это не нужно. И потом она просто выходит в самых каких-то непонятных аутфитах. Ну, Да. прикольно, фишка. Ну, это 100% ей хочется внимания, потому что, мне кажется, когда ты выходишь в таких нарядах, ты не можешь и потом говорить, что нет, 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 мне внимания не нужно. Там просто у нее сейчас лучше намного результаты стали, чем были, но тем не менее все равно она даже не доходит до полуфинала или там толком до второй недели, тем не менее про нее говорят. То есть вот это, кстати, респект и круто, там, кто в нее команда, или она сама это придумала, потому что только обсуждают ее наряд. Причем буквально она только сыграла первый круг. Наряды реально, я как бы люблю все такое, наряды реально прикольные. Я считаю, что это тоже надо иметь болс, как бы выйти в таком, потому что многие, я помню, тогда я сделала джинсовую юбку и джинсовый жакет играть в Риме в прошлом году, и мне Сакари говорит, блин, ну, конечно, в раздевалке она мне говорит, блин, конечно, круто выглядит, но я бы не смогла в таком выйти. Я говорю, ну вот. То есть вот это, конечно, респект. Мне кажется, вот это кимоно у нее где было, мне хотелось, чтобы она вот так открыла и меч такой достала, знаешь, там. Вот еще вопрос. Мне интересно, почему Nike не сделает что-нибудь такое или не похожее, но что-то оригинальное для Соболенки все-таки. Она первая ракетка мира, и почему она играет такое ощущение в каких-то обычных нарядах, хотя заслужила-то побольше, я бы сказала. Нет, абсолютно. Мне это тоже, кстати, абсолютно непонятно, потому что, ну, реально, по рейтингу Соболенко, да и в принципе по титулам она сильно круче. Она вроде как главный амбассадор Nike, и при этом она выходит как бы в форме, в которой потом после нее еще выходит несколько игроков. Для меня это абсолютно непонятно. Хотя, кстати, на Умблдоне, ну, разные бренды дофига для разных игроков, ну, много разных аутфитов сделали. Hugo Boss тоже для Фрица по пацанам. Ну, они прям скопировали Федерера очень. Он так выходил. Да. Не, ну там вообще было, там круто. Кстати, Фриц, по поводу болс, то, что ты говоришь, что нужно иметь болс, чтобы выйти в таком наряде, он говорит, блин, капец, мне когда сказали, что, ну, как бы, надо будет выйти в таком наряде, он говорил, что я когда понял, что мне нужно будет в этом вот выйти на корт, я подумал, не дай бог я проиграю, потому что выйти вот так вот и отлететь в первом круге, это вообще не круто, это прям типа... Ну, кстати, да, очень это про вот Осаку то же самое, да, то есть какие вот эти наряды. И в прошлом году уже тоже на Гаросе было, и она проиграла Бадозе в первом круге. Я в том-то и дело говорю, но тем не менее все равно обсуждают. Но у Фрица, кстати, у него бы бывшая девушка за него бы вышла просто в этом, а он бы дальше играл. Это да, ух. Вообще отдельная история. Но по поводу Соболенки для меня это абсолютно непонятно. Я не знаю. Да. Причем я уверен, что она бы была прям сильно за, учитывая, какой у нее вайб. Она очень яркая, да, у нее она фактурная, она харизматичная, яркая, поэтому не знаю, почему такое особое отношение к Осаке, не к Соболенко в плане этих нарядов, не знаю, может быть, договоренность такая. Слушай, вот мы с тобой все говорим про одиночные разряды, женские, мужские, но тут как бы есть не очень приятные новости для парников в ATP. У девушек вроде как это еще не обсуждается, но поговаривают, что хотят урезать призовые парным игрокам ATP и урезать сетки. То есть в 2 раза причем, и призовые, и сетки. То есть это получается, что, в принципе, я так понимаю, в зависимости от того, как они будут распределять призовые, те, кто попадают в эти турниры и в эти сетки, они плюс-минус будут зарабатывать столько же, ну, потому что и то на 2 урезали. Я не знаю, как они распределят, но как бы это логично. Но сам факт того, что в 2 раза меньше людей смогут вообще попасть на парный турнир, учитывая, что это как бы многие за счет этого живут, это как last resort, это, ну, то есть они играют просто, чтобы концы с концами как бы сводить и платить за там отели, тренеров и проживание и так далее. Ну, то есть, и причем объяснение ATP это то, что, ну, из-за того, что
одиночки набирают больше просмотров, собирают больше кассу, нужно больше призовые туда. То есть, причем это вот в мультимиллионные вот эти вот призовые вкладывается, забирая это у парников, что абсолютно непонятно. Вложили бы хотя бы во фьючерсы или в челленджеры, знаешь? Это как будто вот есть аквариум с рыбкой, и ты берешь всю воду из этого аквариума, вот так в море выливаешь, и рыбку без воды оставляешь. Я вообще была в каунсиле, это, да, где вот мы боролись, там, сидели, обсуждали вещи. Я вообще часто говорила об этом. Сирена это поменяла, когда она была в каунсиле давно. Мне вообще непонятна дистрибьюция призовых, потому что я считаю, что правильно ты сказала, вот парники концы с концами еле сводят, и как бы у них забирают призовые, хотя в одиночке тоже, по сути, если посмотреть, сколько ты получаешь за первый круг призовых, и потом смотришь полуфинал или, я уже молчу, финал и выигрыш, да, даже полуфинал, просто колоссальная разница, и дистрибьюция, я считаю, очень тупо сделано, потому что дайте больше денег за первые круги игрокам, которые как раз в этом больше всего нуждаются, потому что все топовые, что мужские, что женские игроки, они и так очень много дофига всего имеют, и контракты, и призовых, и они и так будут выигрывать, и все равно получать эти деньги. Тогда сделайте больше призовых в первых кругах. Ну, короче, надо мне имейл в WTA написать. Вообще петицию надо собрать. Понятно, им нужны как бы заголовки новостей того, что вы повысили еще больше призовой, там, победитель Уимблдона получает там 300 миллиардов, это все надо, но, блин, как бы надо чуть-чуть как бы понимать вообще ситуацию. Мне даже более того, мне кажется, если спросить ребят, которые выигрывают финалы, полуфиналы и титулы, если им сказать, вот смотрите, у нас там есть, условно, там 10 миллионов распределить, куда распределяем их? Вот по вам или, типа, отдадим, как бы, там, ребятам, которые там пониже? Я почти уверен, что, ну, большинством скажут, типа, ну, дайте там им. Да, вот Джокович точно. Джокович 100%. Да, нет, большинство. Просто... Понимаешь, по поводу урезать парную сетку, я вот, например, очень люблю пару играть, да, но я никуда никогда не попадаю, потому что у меня парного рейтинга практически нет, и даже когда он был, то есть он у меня не настолько высокий был, как одиночный, и если брать одиночные в совокупности с твоим напарником, тяжело куда-либо попасть. Сейчас, если еще урезать это, то есть это вообще получается только, я не знаю, да, топ-10, топ-20 только смогут играть. Какой смысл тогда вообще надо пару убирать? Это ж ты понимаешь, это будет сетка из 8 пар. Да, понятно, это будет, наверное, более зрелищно для, там, я не знаю, кого-то турнира, если еще соберутся все там топовые вместе, одиночники, но это уже тогда смысл, тогда пары вообще реально не будет, и нужно будет убирать. Поэтому я считаю, это жестко, особенно для мужчин-парников, потому что у них гораздо больше реально прям парников именно, и мне даже кажется, чем в женской паре. Да. Поэтому это прям совсем жестко. Кстати, касательно игроков и людей, которые в топе и 100% проголосовали бы за то, чтобы деньги ушли куда-то больше вниз. Знаешь, этому Стефаносу Циципасу посоветовал Филиппусис поиграть челленджер, чтобы набрать форму, и как бы, ну, потом обратно зайти в большие шлемы. Вот мне кажется, что это может быть вот неоднозначный совет, потому что, ну вот, то, что я говорил про Ферри, что он вышел из челленджеров, да, челленджер — это просто, ну, как бы мясорубка лютейшая, где, ну, как бы все играют очень хорошо, сильно больше всем нужно выиграть даже, чем на том же там большом шлеме, потому что, ну, там просто за бабки и за выживание рубятся, где там на турнире большого шлема просто там, может быть, кто-то за титулы, за престижность какую-то, там просто ребята выживают, то есть там нету легких матчей, нету легких соперников, поэтому туда залететь вот так вот, после того, как ты играл большие шлема, это может даже как-то, как будто бы немножко, даже наоборот, ударить по уверенности в себе, потому что очень возможно проиграть даже в первом круге, даже там Стефаносу, потому что реально уровень там очень крутой. И, ну, при таком раскладе ты думаешь, как бы, ну, и зачем, что я делаю вообще, надо завязывать. Вот как ты считаешь, это хороший совет, не хороший? Я считаю совет неплохой. Опять же, я вот тоже на своем личном примере, когда я с травмы выходила в 2023 году, мне ну прям по всем низам приходилось почти идти. То есть я играла 60 тысяч ITF,
где мне дали вайлдкарт, потому что мало где, почти вообще нигде не давали вайлдкарды. И я прям думаю, ну, плевать уже, все, поеду, как бы я хочу вернуться, да, нужны очки. Ну и просто, кстати, я хотела реально выиграть пару матчей, вообще просто игровую практику, потому что я играла все крупные турниры в начале 23-го, и все вылетело в первом круге. Там от Азаренко, от Камилы Джорджи, я помню. А еще вот с Леной Рыбакиной пару играли, помогала. Так вот, и психологически это, конечно, тяжело, потому что уровень там приличный на самом деле. И у меня была мысль, а вдруг я реально сейчас проиграю в первом круге на 60 тысяч. И что, кстати, и происходило. Я на 60 тысяч проиграла в четвертьфинале, а потом играла 80 тысяч в Зарагозе, я проиграла во втором круге. И это было прям перед Ролан-Гаррос, и я думала, ну и какой мне Ролан-Гаррос, если я тут не могу 2 круга пройти, да? Ну, наверное, я еще сыграю пару турниров и на этом закончу свою профессиональную карьеру, потому что я не понимаю. Но, тем не менее, я там нашла в себе силы, я как-то могла фокусироваться всегда на шлемах и как бы хорошо сыграла. Но вот тут вопрос, у всех разная психоматика, да, у всех разные настрои, разная психология. То есть, опять же, вот я говорю, ему это, во-первых, по его эго удар, то есть сейчас играть эти мелкие турниры. Если ты еще проиграешь рано, мне кажется, он вообще скажет, ну тогда с теннисом, наверное, надо завязывать, я не знаю. Но и палка о двух концах. Но если он и выиграет эти 1 или 2 челленджера, да, то, может быть, это прям даст ему невероятную уверенность в себе тоже. Слушай, я уверен, что если он выиграет челленджеры, то это ему однозначно уверенность в себе Это какую-то практика принесет. игровая, она Это нужна. 100%. То есть, знаешь, победа, она победа вне зависимости как бы от уровня. Понятно, как бы, ну, большой шлем, но все равно ты ощущение, тут дофамин и какая-то уверенность в себе, когда ты выигрываешь, она присутствует, даже если ты играешь в турниры сильно хуже. Кстати, его Но я говорю о бывшая том, что... сейчас выиграла тоже челлендж. Ну вот. Но просто, знаешь, ты возвращалась с травмы, да? То есть одно Да, дело, когда ты вроде уже изначально у тебя уровень, он хуже из-за того, что ты возвращаешься с травмы, там да. немножко другой Ну, менталитет, может и быть, то, да, да. то есть тебе было тяжело. А тут ты не травмирован, ты просто хреново играешь, продолжаешь хреново играть, спускаешься туда. Не знаю, не знаю. Да, это нет, точно, психологически точно непросто, и будет давить, что да, я Циципас, надо выигрывать челленджер, то есть смысл как бы, да, и ну, в то Мгм. же время игровая практика нужна, согласна, что с мелких турниров, но с мелких там челленджер это уже немножко too much, не знаю. Но опять же, посоветовал Филиппусис, и вот я хотела тоже затронуть тему звездные наставники, потому что очень много у кого сейчас звездные наставники. Я, кстати, тоже вот Медведев, ну, был с Йоханссоном, они вот только Мгм. расстались. Димитров Набадян, Циципас работал с Филиппусом, я так понимаю, они там до сих пор на связи. То есть очень много таких союзов. Насколько это... Сафин, Рублев. Мне просто интересно, что они могут вот сказать, или хотя забыла, совсем вспомнила, что у меня тоже звездный наставник был, я вообще забыла. Что мне же в 2013 году мне помогала Мартина Хингис. И, слушай, я в детстве вообще на нее, там, штеффи-граф Мартина Хингис, это молиться можно, знаешь. И, Ну. и просто на тот момент мне казалось, я с ней выиграла турнир в Иштариле 250. Ну, просто мне казалось на тот момент, что вот она сидит в боксе у меня, и я уже все автоматом просто забираю этот турнир, потому что, в смысле, ну, как-то Мартина Хингис в боксе сидит и мне что-то там подсказывает. Я просто на такой уверенности, знаешь, так ногой дверь открывала на всех Да, турнирах. Я, в серьезно, ничего смысле, себе. да, ну плюс у меня еще это было, как бы я была молодая очень. Мне очень важен был авторитет, знаешь, что у меня рядом прям такой крутой. Ну, во-первых, она легенда тенниса, да, и она со мной рядом чуть ли не чехол мне носит и подсказывает, и сидит в боксе. И мне казалось, ну все, сейчас я все заберу. Но это недолго длилось, потом ничего из этого не вышло. Но вот по поводу... Мне было тяжело, что она очень много говорила про себя и говорила мне, вот, а когда я играла, я делала так. А вот когда
был такой счет или брейкпоинт, я играла вот так, а разминалась я вот так. Ага. И это было очень много а я вот так делала. Поэтому мне вот интересно, что ты думаешь по поводу звездных наставников, что, может быть, мужчину, вы же по-другому мыслите и все другое. Слушай, ты знаешь, мне кажется, что у меня не было звездных наставников, но я, как я уже сказал, я большие шлемы особо не играл. Вот, но я могу точно сказать, что особенно даже сейчас отталкиваясь от того, что ты сказала, что когда ты берешь к себе условно звездного наставника, будучи кем-то, кто играет, как бы, ну, кто менее титулованный, да, чем этот наставник, то это реально может быть какая-то такая больше менторная штука и больше моральная такая фигня, что, ну, как бы он или она тебя там поддерживает, что-то подсказывает, и ты думаешь, что у этих слов и у этих каких-то там даже там тренировок, они более какие-то волшебные свойства есть. На самом деле я сейчас прогнал, что у меня не было звездного наставника, я тоже забыл. Меня в какой-то момент тренировал Александр Волков. Вот, и я точно четко помню, что, ну, он вообще очень прикольный тип был, всегда очень смешной, вот, ну и в принципе он как бы легенда, но я точно четко помню, что вот он вроде не говорит ничего такого, как сверхъестественного, такого, что вроде как никто другой не может сказать, но оно как-то по-другому реально на тебя влияет, ну и это, ну, на самом деле имеет очень серьезный вес. Мне интереснее, когда, то есть даже, вот знаешь, у Димитрова то, что у него на Нalbandian, вроде как бы непонятно, тот двуручник, одноручник, что там, как там. Но мне кажется, это вот где-то на уровне какого-то вот психологии, как ты и говоришь, в принципе. Вот, но мне смешнее, когда вот Джокович и Джокович берет Троицкий, да. себя. Ну, знаешь, Да, Джокович и Тройский, это вообще смешно. я тоже видела какие-то периодические мемы насчет этого союза, но я просто думаю, когда ты Джокович, я не знаю уже, какого тебе тренера надо, потому что там все будут просто ниже тебя по результатам. И это сложно, знаешь. Вот для меня всегда было важно, чтобы был авторитет, да, то есть я даже в какой-то мере немножко боялась и уважала тренера, потому что иначе ну, у меня тоже были тренеры, где я им говорила: слушай, ты как бы сам справа-слева в корт попасть не можешь, ты что мне здесь говоришь? То есть это тоже не очень хорошо. Слушай, а ты знаешь, кстати, вот то, что ты сейчас сказала, я просто, из-за того, что часто там спарринговался с ребятами, с девчонками в Дубае, я проследил такую интересную тенденцию, что в зависимости от твоей титулованности у тебя там разная команда. То есть часто бывает такое, что если вот ты там условно чемпион больших шлемов, сильно там топ-1 был или экс номер один, у тебя в команде может быть там Томас Джоханссон, например, да? Вот, то есть чувак, которого, ну, ты не пошлешь нафиг, ну, да, то есть он сам как бы большой шлем брал, он старше тебя, ну, ты не будешь его там булить, ты не будешь его как-то там унижать, ну, и это тебя, ну, тебе это, может быть, и не надо, да, но как бы ты этого... Ну, Остапенко, мне кажется, у нее такого нету. Нет, я знаю многих игроков, у кого такого нет. А есть ребята, которые как бы вроде бы не то, что ничего не добились, там в Дубае не играют ребята, кто ничего не добился, но нету каких-то больших шлемов там дофига там, да, ничего такого вот нету. И они берут себе в команду, в принципе, набирают, которую они могут шпунять. Знаешь, там типа иди тогда, не там, не это, та-та-та, как будто бы им это прям надо. Но вот у тебя, видишь, ситуация такая, что вот ты наоборот хотела как бы, чтобы у тебя был наставник или тренер, которого ты не можешь там вот там послать или как-то забулить. Это, видишь, winner's mentality у тебя. Спасибо, мне приятно. Просто, мне кажется, у меня в детстве... У меня такой отец был строгий, когда меня тренировал, и старший брат, он мне всегда по башке бил, типа, что не скажешь, он там... Слушай, Саша, у меня же брат старший тренировал, какие только... Я такие могу истории рассказывать. Раньше же было еще очень жалко, что убрали on-court coaching. Помнишь, когда тренер мог выходить на корт и на коленках сидеть, тебе говорить, куда играть? И вот это было мое любимое. Я даже порой смотрела матч только из-за этого, ждала этого момента, когда они друг друга будут посылать, там, особенно если тренеры с игроком встречаются, это вообще такие просто там, такие истории. И мне Саша просто, во-первых, где-то в Корее, я помню, мне было лет 18, одни из моих первых турниров, а я тогда Венус обыграла еще. И он стоит возле корта, возле корта стоит, курит. Во время моего матча, Саша, мой брат. Это было
первое. А второе, я выигрываю первый сет, и у меня какая-то, не знаю, прям такая вот неуверенность в себе, как-то некомфортно. Я выиграла 6-2, и я его зову. И он вот так вот стоит и говорит: нет. Я говорю: в смысле? Я говорю: иди сюда. Он такой: нет, не пойду. И потом он все-таки еле-еле выходит, чуть ли не с сигаретой в руке, и говорит: не, а что ты хочешь? Ну, ты перестанешь обсираться, выиграешь, не перестанешь обсираться, проиграешь. И уходит. И я вот И так вот как? просто, я вот так вот сижу, ну и все, я проиграла матч, потому что, видно, я не перестала обсираться. Вот такой вот куркушик, поэтому, ну вот это, видишь, авторитет. Это факт. То есть и тут его послать я никак не могла, поэтому это у меня была куча историй, но это было прям на начале моей карьеры, конечно, коры мочили мы, и что он, что я. Прекрасно. Ну, в принципе, Настя, я предлагаю на этом закончить наш Да. разговор. Правильно? С вами была великолепная Анастасия Павлюченкова, Гриша Куклин. Великолепный Говорят, Гриша что? Куклин. Всем спасибо, надеюсь, им понравилось. Подписывайтесь на больше. Всем пока.